Здорово! Накануне разработчики выпустили крупное обновление для игры Sons of the Forest и добавили множество нововведений. Интересно? Тогда присаживайся, я покажу тебе это. Приятного просмотра. Первое, с чего я хочу начать, это стены. С помощью топора ты теперь можешь с ними поиграться. Подходишь ближе, смотришь наверх и, используя топорик, бьешь по ним. Подходишь с другой стороны и бьешь их топориком, тем самым делая им острые концы, меняя их текстурку и тем самым укрепляя их от аборигенов. Вот что-то типа того получается, когда ты используешь топорик, чтобы зазубрить свои бревна. Ну а мы переходим далее. Разработчики сделали очень полезную штуку. Теперь тебе не придется разбирать мебель, чтобы перетаскивать ее в другое место. Просто подходишь, удерживаешь клавишу C и забираешь ее с собой, ставишь в какой-нибудь другое место, например, сюда. Или я хочу, чтобы этот стол был вплотную к лавочке. Также подхожу, нахожу эту самую точечку, за которую надо схватиться, и ставлю ее рядом с лавкой. То есть таким образом можно очень легко и быстро, не разбирая мебель, ее перетаскивать. Едем дальше. Тадок — это очень полезная вещь, благодаря которой ныне можно вылавливать рыбку. Разработчики сделали так, что каждые 5-10 минут в ней появляется рыба. Причем хочу сказать, что здесь ограниченное место. Во-первых, она там будет задерживаться на некоторое время. И что самое главное, она не будет ловиться, если сезон на данный момент зима. Помните об этом. Ну а я возьму тем временем рыбку и съем ее. У меня полон инвентарь, поэтому я не могу взять ее к себе, но съесть даже в сыром виде я могу. Это довольно полезная штучка, стоит она всего 40 палок, поэтому пользуйтесь. Едем дальше. Добавили, значит, новую очень интересную функцию, касаемую закрытия дверей. Вот у меня самая обычная дверь на моей самой обычной вышке. Но что я должен сделать? Подхожу с самой обыкновенной палкой к ней, и здесь появляется пунктиром стрелочка. Нажимаю на левую кнопку мышки, я устанавливаю палку, но пока что ничего не происходит. Я могу также свободно входить и выходить из этой вышки. Однако, если ты уже заметил, здесь появляется на кнопочку Е замочек, и как только ты его удерживаешь, происходит вот это. И дверь закрывается. Действительно, осторожно, двери закрываются. Я не могу больше в нее пройти. Точно так же надо ее отпереть. И таким образом ни ты, ни аборигены с другой стороны не могут в нее пройти. Чтобы тебе это доказать, я использую ноуклип. Вылечу отсюда и... Помнишь, я только что закрыл дверь, теперь я не могу в нее войти. И если ты закроешь ее и вылетишь с этой вышки или со своего дома, то уже обратно не зайдешь. Придется только делать вот так, используя клавишу C, снимать палку и входить обратно. Вот как-то так. Переходим далее. Для любителей дробовика я хочу сказать плохие новости, ведь в этом обновлении разработчики урезали урон от дробовика вдвое, вдвое. Да, вы не ослышались, действительно, настолько сильно они его урезали. Почему, спрашивается? Да потому что дробовик в свое время был очень сильным оружием, действительно, причем работал он не только на ближнюю эффективно, но и на дальнюю дистанцию, хотя и сейчас работает неплохо, но, как видите, я уже не смог убить вот этого оленя с одного выстрела в средней дистанции. Это обновление касается Келвина. Помните вы или нет, но ранее у него был очень тупой баг. Если вы давали ему задание собрать ресурсы, например, возьми палки или бревна, то он мог их собирать с построек игрока. Да, действительно был такой баг. Теперь же разработчики исправили это положение, и Кельвин больше не будет собирать бревна с построек, он будет их просто складировать здесь, действительно, как он это сделал только что. Уходи отсюда, Келвин. Нет, он еще живой. Ладно, помогу ему встать и не буду больше убивать. Разработчики официально извинились перед спидранерами, ведь теперь, используя палку, вы больше не можете протиснуться в этот дверной проем и быстро пройти игру за 12 минут, как это было в одном из моих видео. Я, конечно, попробую использовать ключ-карту, которая у меня есть.
И как видите, теперь открывается дверь. Но без ключ-карты вы теперь пройти не сможете. Разработчики в этом обновлении добавили мини-боссов. Они находятся вот в этой пещере. На карте вы можете посмотреть у меня по GPS-трекеру, где это находится. Возможно, вы не поймете с первого раза так же, как и я. Но, тем не менее, ориентируйтесь на зеленый маркер, и вы обязательно придете к этому месту. Ну и... Что будет, если мы туда зайдем? Далее. Что за херня? Спускаемся потихонечку вниз и здесь попадаем в эту комнату. В комнате, опять-таки, вам понадобится ключ-карта, но ничего не видно. Но мы как бы с вами тут... Ой-ой-ой-ой-ой. Мы определимся, куда бежать. Я хочу как раз-таки заценить дробовик, который понерфили. Но все равно хватило, чтобы убить пальчики. Как только вы зайдете в эту комнату, вам необходимо немного подождать, и вы найдете семью Пафтон. То есть это родители той самой Вирджинии, которая нам друг, но эти родители нам не друзья, поэтому... Мать, сюда иди! Сразу предупреждаю, вам явно понадобится какая-нибудь прочная броня, типа техноброни, потому что... Ну или жуткую хотя бы, потому что они нахлестывают очень жестко. Блин. Лежать! Сосать! Следующая классная вещь, которую добавили разработчики в этом обновлении, это дельтаплан. Как его найти? Посмотрите на мою карту. Мы находимся в горах, нам просто необходимо туда подняться, чтобы красиво спуститься. Ходишь немножечко дальше, и вот здесь на небольшом склоне будет находиться этот самый дельтаплан. Забираешь его и прыгаешь, ну и, соответственно, какого хера? Летай, летай! Почему ты не хочешь летать? Я не понимаю тебя. Когда я залез в инвентарь, чтобы сменить свою броню тяжелую, дельтаплан вообще исчез. В принципе, его нигде нету. Короче, дельтаплан говно. Также хочу отметить то, что разработчики в Steam написали множество различных нововведений. И то, что я сделал только что с этой стеночкой, то есть я полностью заполонил ее бревнами, и части отпали, как видели, это в том числе касается этого обновления. Вышла куча всяких фиксов, исправлений баланса, это все вы можете опять же почитать там. Ну а на этом я хотел бы закончить. Всем огромнейшее. Хотя нет, стоп, есть еще одна вещь, которую я мог бы вам показать, но не хочу. Это бинокль. Почему? Потому что бинокль говно. Спасибо всем огромное за просмотр этого ролика. Не болейте, будьте счастливы. Всем удачи, всем пока. И не забывайте про ссылочки в описании. Там много полезного. Всем пока.